Всем привет! Будем сегодня продолжать тестирование нашей пары фунт-доллар при помощи индикатора MFI, объемного индикатора. Мы ставим период 14 и уровни 60, 50, 40. В дальнейшем буду объяснять, как использовать цифру 50, уровень 50. Вот основные именно уровни это 60 и 50. В прошлом видео я рассказывал обзор 22 января. Сегодня будем 23, прошедший, и затронем сегодняшний день. В первую очередь мы должны сделать визуальные уровни поддержки и сопротивления, которые мы видим. Вот уровень поддержки сопротивления, точнее сопротивления. Это уровень поддержки. Уровень поддержки. Так, здесь вот у нас уровень сопротивления. Тут уровень поддержки. Все было пробито. Видите? Два уровня было пробито просто незамечено было. Здесь у нас такой мини-флэт был. Диапазон образовался и ушел вверх. Так, здесь у нас тоже вот уровень есть. Здесь уровень и уровень ниже. Это вот мы самые основные уровни, которые мы здесь видим. Вот. Вот по ним мы и будем сейчас ориентироваться в дальнейших наших действиях. По вчерашнему дню, значит, я как вчера и говорил, мы торгуем с 9 по 18. По 18 часов. Таймфрейм. 15-минутный таймфрейм. Значит, что мы здесь видим? Значит, наш индикатор в начале дня начинал поход вниз, но потом с этого момента он, дойдя до уровня 50, развернулся и пошел вверх. В дальнейшем я буду рассказывать, как взаимодействовать с областью 50. А сейчас пока мы затрагиваем только моменты, когда она входит в 60 и выходит из 40. Вот. И видим, что когда она уже зашла за линию 60, и она здесь не доходит до 50. Это означает, что оно еще где-то вот еще идет вверх. Могли бы вот мы после вот этого пробоя проверить. Вот здесь вот, но мы здесь не торгуем. Это 8.15, мы торгуем после 9. И так раз вот после 9, ровненько в 9, начался откат. Серьезнейший откат почти на 100 пунктов. Значит, мы переходим на М1. На М1. И здесь мы видим, что в принципе ищем паттерн. Можно было бы и здесь попробовать зайти. Сколько здесь? 5. Так раз вот. Ну, я сначала смотрю по времени, как она взаимодействует в первое время. То есть не в первые же минуты, но хотя бы минут там 10 хотя бы дать.
И вот она, в принципе, немножко поднялась и опять дал паттерн. То есть мы бы входили бы вот здесь. Я где-нибудь в среднем беру где-то ориентировочно 5 пунктов. То есть если бы мы заходили бы здесь, то бы мы бы поставили стоп-лосс бы чуть выше. Это вот здесь вот. Ну, заходили бы где-то приблизительно вот тут. Так, переходим на М15 и мы видим, что цена просто полетела вниз. Я еще использую такой индикатор ATR стоп. Трейлинг стоп такой по ATR. Период 20. Значит, и выставляю чуть-чуть выше, чем показатель ATR. Чуть-чуть, может где-то пункт даже пускай, где-то приблизительно пункт. Чуть-чуть выше, ну не на уровне, а чуть-чуть выше. И в результате, если бы мы бы держали бы до конца дня, мы могли бы зафиксировать нашу прибыль прямо ж 1 к 20. Плюс 20 к концу дня. Если мы бы устанавливали здесь бы стоп, был бы где-то в районе 17. Плюс 17. 1 к 17, 1 к 20. Это приблизительно к 20, 17-20% к депозиту. Значит, это мы разобрали, когда цена идет вниз. Но у нас еще появляются сигналы, которые уже должны идти наверх. Значит, здесь что мы могли бы поиметь? Или нас бы поимели. Ну, это уже каждый под себя подбирает. Так, вот с этого момента мы должны были бы искать торговлю на повышение. Здесь мы ничего бы не получили бы. Мы бы зашли бы здесь бы. Так. Так, да, вот тут бы, возможно, нас бы зацепило бы. Здесь бы зашли. Эту мы бы выдержали бы. Здесь мы бы не заходили бы. Тут вот мы заходили бы. Где-то приблизительно здесь. Мы сделали 2 минуса. Здесь вот мы должны были бы где-то выходить. Ну, смотреть. Пошлите смотреть, что мы имеем. Ну, как бы ничего не имеем. Естественно, это бы тоже был бы минус бы. 1, 2, 3. Это минус. Мы здесь все равно, видите, как бы здесь сильное движение вниз было. Чтобы идти дальше на понижение, вот в этой части, нам бы хотя бы, чтобы наш ATR, MFI, извиняюсь, коснулся цифры 50. Но оно не коснулось. Соответственно, мы здесь, возможно, мы бы и тут вот бы где-то вот бы заходили. Давайте мы посмотрим. Так, что мы тут имеем? Ну, может быть, тут бы заходил бы.
Видите, вот здесь вот лучше бы не заходить, потому что ну тут вот видно, что все время шла чуть-чуть ниже. И она бы выбивала бы. В крайнем случае, если ты бы держал бы 5 бы пунктов, да, ну вот здесь бы, ну вот как бы напрашивается вот это вот сюда. Так. Ну, здесь ты, не знаю, бы стоял, ну, ждал бы ты, не ждал бы. Здесь все настолько индивидуально, что в конце дня тоже лучше не заходить. Если ты видишь, что итого получается, ты бы здесь бы получил бы 1, 2, 3, 4, 5. 5 минусов. Минус 5. Итого, в принципе, ты мог бы сложить за день, у тебя бы вышло бы ориентировочно плюс 10-12. Это вот та цифра, которая бы дала бы за вчерашний день. Все, спасибо всем. До свидания.